Добрый день. Хочу представить вашему вниманию свою новую головоломку. Я пока еще не определился с ее названием. Рабочее название головоломка 14. Внешне она выглядит как обычные пятнашки без одной фишки. Но вы же не думаете, что я буду снимать видео о такой простой головоломке. Все детали, кроме нарисованных цифр, абсолютно одинаковые. В конструкции не применяются магниты. Задача у этой головоломки такая же, как и у обычных пятнашек. Нужно сначала перемешать фишки, а потом опять расставить их по порядку. У вас есть идеи, в чем особенность этой головоломки? Если хотите подумать над этим вопросом, то поставьте видео на паузу. Давайте я сначала расскажу об истории создания этой головоломки. Я размышлял о новых вариантах модификации моей головоломки календариум. И я вспомнил о головоломке Бумдас 4. Это очень интересная головоломка, но у нее есть два минуса. Во-первых, в ней используется много магнитов и требуется много времени и труда, чтобы ее изготовить. Во-вторых, она не очень стабильная. Но я подумал, что если убрать магниты и добавить рамку, то может получиться интересный вариант. И вот что в итоге получилось. Благодаря рельсам фишки сцеплены между собой. Поэтому одну фишку невозможно передвинуть на пустое место, вместе с ней будет перемещаться весь столбец или ряд. Фишки можно расцепить, но это приведет в тупик. Мне сложно описать это словами, поэтому попробую вам показать. Вот мы можем вот этот столбец опустить вниз. Соответственно, вот фишки будут расцеплены. Но, как бы мы теперь не сдвигали четверку, вот сюда мы не сможем поднять. Что делать? Выход есть. Вот мы снова сцепили фишки 2 и 4. Давайте я попробую показать вам, как, предположим, проходят фишки по периметру, по кругу. Как осуществляется движение. Головоломка получилась очень сложной. Намного сложнее, чем бумданс. В бумдансе вы достаточно просто можете передвинуть одну фишку по периметру. Вот, например, 16. Так, мы перемещаем. Теперь можем ее спустить сюда. Здесь же рамка накладывает очень сильные ограничения. Я пока не понял, как ее решить. Я уже делал несколько попыток, но максимум, что у меня получилось, это расставить фишки от 1 до 5. Как видите, эти фишки находятся на периметре. А вот поставить цифру 6, которая должна находиться в центре, у меня пока не получается. Поэтому я пока отказался от мысли использовать ее для календариума. Наоборот, даже сделал упрощенный вариант, двухцветный.
Фишки двусторонние, их можно достать из коробочки и перевернуть. Фишки держатся в коробке достаточно надежно. Если перевернуть коробку и не стучать по ней, то они не выпадут. Но можно подцепить их, начиная с левого нижнего угла, и вытащить. Вот такая получилась головоломка.